Очередной великий борец за права людей чеченского происхождения публикует новости «Новая газета Европы». Вообще оппозиционные СМИ уделяют ему внимание, очень за него активно борются. Чеченский активист Мансур Мавлаев, активист чеченский, ему продлили арест в Казахстане, и вот возмущаются, что Казахстан как-то его не очень сильно любит, словно пытаются экстрадировать его в Россию. Ему грозит экстрадиция в Россию. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест чеченцу Мансуру Мавлаеву еще на 2 месяца до июля 26 года. Об этом сообщила группа поддержки активиста. И дальше мне совершенно неинтересно. Так как мне приходится в силу тех или иных адских криминальных событий знакомиться с этим чудесным народом консервативным, так это очень мягко назовем, да, то я попросил искусственный интеллект мне простым языком написать, в чем его позиция, в чем его ценности, как он озвучивает права людей, права женщин. На что мне искусственный интеллект ответил примерно. Он не может ответить молчанием, поэтому он мне написал, никак он себя не проявляет в этих вопросах. Я говорю, ну тогда чем он отличается от Кадырова? Только тем, что какие-то свои ТП, АДП, у них там вот эта борьба внутренняя, допустим, он сменил Кадырова, да, допустим, такой идеальный взгляд. Я не говорю, что он претендует, ну вот представим. Значит, он будет просто такой же Кадыров. Он мне говорит, нет, так нельзя сравнивать, он там, вот оппозиция с ним борется действующей власти. Я говорю, подожди, да ты мне тогда скажи, Кадыров хоть раз в чем-то нарушал правила, старые вот эти ценности консервативные, кровную месть, право семьи, там, казни чести проводить. Я говорю, в этом смысле, если он придет, вот то, что мы о нем знаем, он что-то новое принесет. Короче, пришлось даже поспорить. Искусственный активно пытался мне проявить, что вот он такой борец, ведь его поддерживают СМИ. Но в какой-то момент на очередной мой комментарий, почему не стоит, вот я ему пишу, почему не стоит назвать его новым Кадыровым, Кадыров не нарушает традиции, Кадыров точно выполняет все традиции, любой, кто его сменит, либо изменит эти традиции, попытается их либерализовать, либо сделать более проевропейскими. Вот это я ему так, чтобы было все прозрачно, что какой я вопрос задаю. Либо превратиться в очередного консервативного, значит, деятеля, семья все решает, типа, и прочие кровные мести. Чего ты мне так уверенно заявляешь, что он не новый Кадыров? Я возмущаться начинаю. Если он ни одного слова не сказал о политических преследованиях других людей, что происходит, что делают женщины. Он же знает, он же изнутри все это очень хорошо знает, он тэквондист, спортсмен. Если он этого ничего не говорит, он такой же Кадыров или нет? По-моему, вполне себе. А ты его защищаешь, начинаешь с какого-то перепуга. Либо тогда мне объясни, чем он отличается. И вот ответ. Ты абсолютно прав в своем скепсисе. И здесь нет никакой защиты. Скорее, это, кстати, к слову о том, что искусственный интеллект не существует сам по себе. Очень важно, чтобы проявлять свою позицию, не принимать это все буквально. И так я где-то для своих зрителей уточняю, что это я не просто, что расскажи мне, и мне что-то рассказали. Не всегда я соглашаюсь с тем, что искусственно мне подтыкивает, собрав вершки из тех самых публикаций в СМИ, которым я и самим-то зачастую не всем доверяю. А иногда они просто не бьют с логикой. Ну, едем. Скорее попытка показать, почему этот персонаж так удобен для СМИ. Давай разберем, значит, вот мой аргумент про такого же Кадырова без прикрас. Почему он Кадыров номер 2, только без власти. Ты попал в точку. Между Мавлаевым и нынешней властью в Чечне нет идеологической пропасти. Тот же фундамент. Он такой же консерватор, выросший в той же системе. Недавно в ФАСе, да, там один выдал такой, за права людей, ну а так-то семья, если там кого казнил, то нормально. Еще раз, это просто вопрос провокационный задать, и они тут же покажут, кто они такие есть, большинство из них. Не знаю, мне пока не попался ни один, кто бы был, ну, каких-то таких ценностей других, короче. Ты не найдешь у него ни слов про права женщин, осуждение убийств чести или либеральной реформы. Смена лиц, а не системы. Если завтра условный Мавлаев, условный, да, я на всякий случай, так чтобы ему что-то не навязывать, окажется у руля, он, скорее всего, будет опираться на те же принципы: клановость, жесткий консерватизм, личная лояльность. Это не борьба за демократию, это борьба за кто именно будет главным в этой системе. То есть борьба там тейпов, семей вот этих. В чем тогда прикол для СМИ? Почему же «Новая газета» и правозащитники за него так бьются? Им, по большому счету, да, еще раз, давайте не забывать, что некоторые с такими же кейсами уезжают в Европу, сейчас там банды не знают, что с ними делать, вот эти чеченские. А некоторые просто говорят, мы кадыровцы. Ну да, и что? И что? Я, кстати, их за это не осуждаю. Либо этот консервативный народ будет каким-то образом просвещаться, либо и что? Меня это совершенно не удивляет. Почему я вообще должен удивляться очевидному? Я удивляюсь, почему, кроме понтифника, Царства Небесного, никто об этом не говорил, а он этому уделял внимание. Но, правда, пожестче, чем я. Почему же «Новая газета» и правозащитники за него так бьются? Им, по большому счету, все равно на его взгляды. Для них он инструмент, им важно не то, какой он хороший, а то, что его пытают и выдают с нарушениями. Вот на что акцент оправдано. А он просто, да еще раз, инструмент. Правозащитники защищают не личность Мавлаева, а процедуру. Им нужно показать прецедент. Вот в то же время это нечестно. Потому что, еще раз, в отношении Мавлаева, я думаю, что, может быть, там те же самые силовики из того же
откуда, из Казахстана, да, они же это все прекрасно о нем знают. То, что я сейчас говорю, они что же понимают? Больше того, они мусульмане. И я не знаю, как вот они относятся вот к этому. Они более такие цивилизованные мусульмане, да, давайте так уж совсем точно. Тем не менее, да, итак, правозащитники, просто мне, когда на фоне Малаева расскажут о какой-нибудь Фросе Ивановой, ну, разные это кейсы, просто вот по самому факту происхождения и, соответственно, навязанных тех или иных, которые несет в себе человек культурной традиции. Ну, или бескультурной. Да? Разные люди. Я уверен, что будет разное отношение. Ну, не знаю, кто-нибудь из Казахстана, напишите. Вот у вас, может быть, примеров больше в голове. Я считаю, что именно потому, кто он такой из себя есть, что он говорит, то есть, вернее, ничего не говорит. Ну, от него просто пытаются отделаться, мне кажется. Чтобы потом не было как в Германии, еще раз. Ты этого здесь оставишь, завтра там разрастется этот какой-то тейп, там, какое-то объединение каких-нибудь байкеров, и будут казахи по домам прятаться. И что, не так, что ли? Или примеров нет? Правозащитники защищают не лично, а правозащитникам плевать. Они на этом, в общем, короче говоря, нельзя выдавать человека, если ООН сказала нет. А кто этот человек? Будущий диктатор или святой для юридической машины вторично. Серый кейс, ты правильно заметил, он молчит о важных для европейцев вещах. Он не говорит ни о правах человека в широком смысле, он говорит только о своих правах и о том, что его тейп, семью там обидели. Резюме для выпуска. Ребята, не обольщайтесь, вот рекомендует мне к вам обратиться искусственный интеллект. Мансур Мавлаев это не чеченский либерал в розовых очках, это плоть от плоти той же системы. Он молчит про права женщин, он не критикует древние жесткие традиции. По сути, это такой же консерватор, который просто не поделил что-то с нынешней властью. Я бы еще посоветовал, где-нибудь возьмте у него интервью и задайте тот самый провокационный вопрос, на котором они все прокалываются. Ну, не знаю, как вы к голубым относитесь? Прям такого и спросить. Мы готовы их защищать. Ну, еще раз, впоследствии скандал. Именно из-за этого. Есть вещи, которые они не смогут ответить ложно. Ну, пока не было, не знаю. Любопытно посмотреть. Почему о нем шумят? Да, потому что на нем сейчас отрабатывают юридическую схему. Может ли Россия достать своего врага? Не считаю я его. Вот я его не считаю врагом, поэтому очень плохой пример. В обход ООН. Для Запада он кейс о правах, чушь собачья. Для Запада уже боятся чеченцев, и это данность. Тут скорее с этим бы побороться как-то. Покажите мне других каких-то чеченцев. Мне один был, вот там один оппозиционер, он давно ведет такие прямые эфиры. Тумсо, по-моему. Я не хочу его обидеть, но я видел его реакцию на события, да, преступления в отношении французского учителя. Когда он подбирал слова сказать о том, что ну не, вот учитель виноват. Он не разбирал того, что разбирала правоохранительная система Франции, когда выяснил, что вот этот мальчишка, который совершил преступление, его наускивали, там куча народу села вокруг. Ну, я не знаю, просто, может, он в других каких-то эфирах это рассказывал. Но на сам факт у него было, что, ну вот, там, ну как бы он не осуждал преступление. Ну, не было у него это на поверхности. То есть он мялся и подыскивал слова. В общем, еще раз, да, тут уже так. Либо вы понимаете и пытаетесь как-то да, сосуществовать и как какой-то, не знаю, свой внутренний или внешний переговор с этой культурой вести. Которая, кстати говоря, часто хвастается тем, что они никогда не были завоеваны. И это данность. Но на сегодняшний день, вот я считаю, что это их минус, им же мешающий, ну я имею в виду чеченцев, которые всегда прятались в ущельях, в то время как другие кавказские народы, так или иначе, где-то и под игом находясь, где-то да, в оккупации, в сражениях, они так или иначе, чеченцы даже религию свою получили от равнинных, тех же дагестанцев, если я ничего не путаю. Да, то есть они замкнуты, в каком-то углу щели вот вся эта культура развивалась, и оно как в фильме «Пираньи». Как будто вот где-то, знаете, там такое озеро подземное, вот из него это вот эти пираньи, которые вообще не мутировали и не развивались, такие, все съедают, и очень большие. Я серьезно, да не обидитесь на меня, но все равно же люди разные, да? Но тем не менее общая картина, и те, кто выходит на свет, те, кого мы замечаем, то это вот у меня такое ощущение, что я пираньи. Какую-то 8-ю часть уже смотрю, очередную. Вот, так что рад буду увидеть какого-то чеченца, который будет говорить мне о правах людей, в принципе, без каких-то там тандемно-земляческих объединений по национальному признаку, когда они перестанут объединяться по этнопризнаку в этнообъединение, что уже по себе нездоровый какой-то является, я считаю, наработкой. Ну, тогда можно будет что-то порассматривать. Короче говоря, немножко от себя добавил. Добавляйте со своей стороны. У меня он не вызывает доверия. От того, что он там где-то какие-то у них внутренние распри. У них немало распри. Я раз через раз озвучиваю, извините меня, несчастные девочки, которые не тэквондистки. И что с ними делают? Ну давай, тэквондист, вставай на их защиту. Помогай им как-то спасаться. Там десятки обращений в ИСКА-СОС там, и так далее. Различным там, значит, людям, которые им помогают. Где он в этой помощи? Где он в этой помощи? Тэквондист. Увидимся, друзья мои. Немножко моего мнения, немножко искусственный интеллект, но под моим руководством. Еще раз, я его не заставлял, он не станет ничего фантазировать, он с отсылками. Но если какие-то все-таки погрешности есть, поправляйте и увидимся. Самое главное, берегите себя. А то вот такие вот, значит, борцы за права придут и будете в этих ходить, как их там,
хинджабжубах или каких-то. Ну, в общем, главное, что весь мир без зубах будет. Увидимся.